Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим об африканской чуме свиней. О том, почему ее не удается ликвидировать, и о том, почему ее вряд ли удастся ликвидировать в обозримом будущем. Все свиноводы знают, насколько африканская чума свиней опасное заболевание. Более того, не только свиноводы знают об этом также и журналисты. Вспышка африканской чумы свиней в том или ином регионе — это всегда топовые новости для любого телеканала. А так как вспышек сейчас очень много, то и репортажей с места ее возникновения тоже очень много. Африканская чума свиней — это просто находка для любого выпуска новостей. Если где-то возникла вспышка данного заболевания, то минимум 1,5 минуты эфирного времени будет посвящено этой теме. Это как раз достаточно для того, чтобы в кадре показать гору или горы трупов свиней. А если эти трупы еще и жгут, то это еще лучше. У зрителей больше будет впечатлений от увиденного. Потом в кадре еще покажут представителей госветслужбы в защитных комбинезонах, которые обходят частные подворья совместно с полицией. И если при этом еще покажут кадры, как у кого-то из мелких собственников отбирают свиней, да еще на фоне истерии хозяев, вот это вообще бомба. В принципе, можно считать, что новостной выпуск удался. И если бы еще можно было при этом показывать сожженные дома хатыни, то это вообще было бы вишенка на торте. Но не показывают. Пока что же, и на том спасибо. Помогает ли такая хроника бороться с чумой свиней? Абсолютно нет. Задача этих выпусков — вызвать у людей сильный эмоциональный стресс и сформировать какой-то протест против власти и против ветеринарной службы, конечно. Ведь это же они свиней жгут и отбирают их у несчастных собственников. Увы, такая сегодня журналистика. Теперь по порядку. Насколько опасна африканская чума свиней? Да, это очень опасное заболевание для свиней и просто катастрофа для свиноводов. Почему? Первое. Африканская чума свиней, или как еще и называют болезнь Монгомери, вызывает практически 100% гибель свиней. Остальной небольшой процент выживших свиней, если такое есть, подлежит обязательному убою и последующей утилизации трупов. Чаще всего это сжигание. И это еще не все. При этом накладываются жесткие карантинные ограничения, которые предусматривают утилизацию всего свинопоголовья в радиусе от 3 до 10 километров с дальнейшим запретом заниматься свиноводством в этой зоне. Второе. Вакцины от африканской чумы свиней пока еще нет. И похоже, что в ближайшем будущем она еще и не появится. Третье. Африканка имеет много путей передачи. Вирус чумы свиней может попасть на ферму со всем, что бегает, ползает или летает. Очень серьезную угрозу представляют собой и дикие свиньи, как переносчики болезни. Вирус долго сохраняется в трупах или тушах вынужденно убитых свиней. Более того, вирус очень часто находят даже в продуктах переработки свиней, например, в колбасе. И четвертое, что делает чуму свиней очень опасным заболеванием, это ее абсолютная безопасность для человека. Я считаю, что это именно это обстоятельство влияет на распространение очагов африканской чумы свиней больше, чем все остальное бегающее, летающее или ползающее. Это значит, что если где-то возникла чума или подозрение на нее, то таких свиней забивают, а мясо перерабатывается на какие-то мясопродукты. А то и вовсе без всякой переработки такое мясо или сало может оказаться на любом рынке, причем за сотни километров от того места, где возникла данная проблема. Более того, это касается не только частного сектора. Этим грешат и довольно крупные предприятия. Если впереди маячат деньги, то ничто не останавливает людей в таком случае. Поэтому лично я не верю, что удастся как-то эффективно этому противодействовать. Новые очаги все равно будут то там возникать. Это, знаете, как воровство. Можно ли полностью ликвидировать воровство, за которое грозит тюрьма? Думаю, что нет. Некоторые люди как воровали, так и будут воровать. В случае с африканской чумой свиней та же самая ситуация, если еще не хуже. Как убедить людей не делать этого, если впереди маячат реальные деньги, которые можно легко заработать? Поэтому, по моему мнению, с этим все равно надо бороться, но отдавать себе отчет, что искоренить это до конца все равно не удастся. Если кто-то со мной не согласен, то напишите внизу в комментариях. Может, у вас есть какие-то другие идеи. Но не будем о грустном. Свиноводство все равно будет. Оно и сейчас есть, несмотря на множество возникающих вспышек африканской чумы свиней.
Если соблюдать все меры биобезопасности, вы сможете успешно защитить свое хозяйство от чумы свиней. Самое главное, чтобы по соседству не было никаких вспышек данного заболевания. Ведь если ваше хозяйство окажется на расстоянии 3 километров от очага поражения, то в этой зоне все свиньи подлежат убою и утилизации. Поэтому, в принципе, даже в условиях африканской чумы свиней можно эффективно заниматься свиноводством. Но бороться с ней и искоренять ее надо обязательно. Ведь на страну, у которой есть африканская чума свиней, накладывается запрет на экспорт свинины. Более подробно, как вести свиноводство, вернее, как защитить свое хозяйство от африканской чумы свиней, рассмотрим в одном из наших последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!